Сегодня поездка выходного дня. Полюбуемся видами золотой осени и посетим мероприятие «Парад монстров». Тоже осеннее развлечение, если вспомнить про Хэллоуин. Парад монстров проводят на 2 недели раньше, и это отличное решение. В неделю на Хэллоуин, который случается в последний день октября, погода обычно портится, и из бабьего лета Южное Онтарио переходит в режим ноября. Мокро, ветрено и холодно. Конечно, не так холодно, как в Эдмонтоне, где я снимал Хэллоуин в прошлом году. Ищите на канале, там люди у костров греются. Сегодня еще тепло, и я увижу парад костюмов к Хэллоуину и все это в приятную теплую погоду. Это поездка 3 в одном. И автопутешествие, и прогулка по паркам, и парад монстров. Ехать от Торонто 1,5 часа. Город, где проходит мероприятие, называется Элора. Одно из самых живописных мест в округе. За стеклом автомобиля приплывают виды осеннего Онтарио. А свернув с большого шоссе, получаешь все великолепие сельской местности. Исчезает застройка городов и пригородов, и нет шума шоссе. Трактор в полях убирает урожай. По-моему, кукуруза. Много чего выращивают в Южном Онтарио. Всю землю под поля распахали. Вдалеке показалась водонапорная башня. Обычно на них название города пишут. Так и есть. Элора. Элора – городок на 7000 жителей, но сохранил каменные постройки из 19 века. Эти постройки и образуют центральную улицу. Городу удалось стать туристическим центром, и все эти здания отведены под кафе и магазины. Приехали задолго до начала парада, поэтому и парковочное место удалось найти. У церкви, самое высокое здание в округе, учитывая высоту шпиля. Не могу удержаться и не пошуршать листвой. Ориентирование на местности. Замечательная карта у местного арт-центра. Они рисовали, поэтому их здание самое большое на карте. Итак, церковь здесь, мы здесь, а отправимся сейчас в парк и пересечем реку Гранд по мосту. Элора небольшой городок, поэтому все расстояния на указателях в метрах. Только наверху указательное ущелье с дистанцией в 2,5 километра. Туда мы тоже дойдем. А теперь все в парк. Деревянный настил. Это считается в Канаде круто, не асфальт какой-то. Парк небольшой, и главный вид – это вид на мост и на водный перекат. Вид падающей воды всегда приковывает внимание, как и горящий огонь. Сегодня будет огонь листвы. Красота. Та-то какая лепота. Полину развлек знак, который благодаря шутникам призывает прыгнуть с моста. Пожалуйста, не делайте так. Река Гранд, что означает «великая», самая длинная река Южного Онтарио – 280 километров. Больше просто неоткуда взять в окружении 3 великих озер. А ее воды выливаются в озеро Эри, а значит наполняют и Ниагарский водопад. Далее магия видеомонтажа переносит нас к другому мосту. Мы опять на центральной улице. По этому мосту мы только что проезжали на машине. И отсюда мы идем дальше, уже к 3-му по счету мосту. Элора гордится своими мостами, даже исторические справки пишет. Вот этот мост, который сейчас пешеходный и куда мы идем, когда-то был единственным на всю округу. По сей день остается местом привлечения туристов. С моста открывается вид на старую мельницу.
А еще это вход в старый город с парковки. Мы идем во дворик, который уже щедро украшен к Хэллоуину. Здесь расположено кафе «Мороженое». У всех в таких местах улучшается настроение. Это же мороженое. Но цены рассчитаны на туристов. Недешево. Полину развеселили портреты. Атмосферы добавляют завалы декораций. Кофейники, кофемолки. Я порадовался чугунным вафельницам. Мороженое ничего особенного, магазинное, но хорошее. Тут же во дворике можно посидеть и полакомиться. Украшения отсылают к заглавному мероприятию на сегодня. Собственно, все с этих украшений и началось. Видите скульптуры из бумаги? Посмотреть на них съезжались туристы. И тогда решили устроить парад монстров. Выкупили скульптуру у художника и организовали это осеннее мероприятие. После такого количества сладкого надо калории выгулить, и мы пойдем в еще один парк, где и увидим главную, уже природную достопримечательность – каньон. Обращаясь к карте, мост перешли здесь, а на каньон смотреть пойдем сюда, недалеко, мимо мельницы, в которой ресторан, обнесенный забором, так что не подойти. А за забором налево, и там вход в парк. Попался дом в кустах. Кто-то белишко сушит. Ну а в парке очень много хвойных. Местные зовут их кедрами. Под ними трава не растет. Имейте в виду, если захотите хвойные около дома посадить, зеленой травки под елкой или кедром не будет. Тут же открывается вид на водопад Элоры. Это уже природный водопад. Но внимание! Прямо посередине водопада скала, основание которой источено водным потоком. Местные племена назвали эту скалу зубом времени, задолго до прихода европейцев. Первые европейские переселенцы проявили ловкость и срубили кедр, который рос прямо на верхушке скалы. Тем самым спасли скалу от разрушения корнями дерева. Зуб времени долгое время был символом поселения Элоры. Крутое место во всех смыслах. Смотрите, какой каньон промыла река. Как мы помним, река называется Гранд. Поэтому и каньон должен называться Гранд каньон. Но это имя уже занято. Поэтому назвали просто ущелье Элоры. Пойдемте дальше, на утес, который называется Прыжок влюбленный. Как вы догадались из названия, в конце все умерли. Это, конечно, легенды, и ничего такого не задокументировано. А место сейчас служит для селфи. Полюбовавшись на отвесные каменные стены ущелья, в просвете между деревьев можно разглядеть еще один мост. 4 моста в шаговой доступности для поселения 7000 удивительно. Внизу у реки бродят туристы. Попасть туда можно по крутой лестнице.
Но мы уже нагулялись на сегодня и идем назад, в город. Поищем место для просмотра парада. Опять идти недалеко, поэтому и место популярно у туристов, все рядом. В лучах заходящего солнца город выглядит еще прекрасней. Возникает ощущение вестибюля театра перед представлением. И есть возможность оглянуться и полюбоваться декорациями, которые соответствуют тематике предстоящего зрелища. Самые разнообразные монстры и чудища на стенах зданий. Полюбуйтесь на красавцев. Внимательный зритель заметит плети хмеля на заборчике. И это неспроста. Здесь самая знаменитая пивоварня. В свое время произвела на меня впечатление пивом с добавкой маракуйи. Итак, время пришло. Солнце вот-вот скроется. А с заходом солнца в городе просыпается... Нет, не мафия, а организованная толпа монстров. Многие зрители тоже пришли в костюмах. Во главе парада идет волынка. Давно не слышал звук волынки, наверное, с прошлого года, когда на параде Санта-Клауса в Торонто был. Проносят баннер. Мероприятие официально началось. Света хватает, чтобы поразглядывать костюмы и попытаться узнать персонажей. Официальные лица, несущие баннер, в костюмах из волшебника изумрудного города. А вот и современная тема. Девочка в розовом. Это же Эллевен из «Странных дел». Школа брейк-танца. В Канаде сейчас должно быть очень популярно. Все-таки золотую медаль на Олимпиаде в Париже спортсмен из Канады выиграл. Да, брейк-дэнс – олимпийский вид спорта. Девушки танцевальной школы изображают массовку из клипа Майкла Джексона «Триллер». Парад доступен для всех, даже для самых маленьких. Их везут на колясках. Замечательные костюмы. Все еще удивляюсь популярности костюмов еды и овощей. Нарядиться овощем. Странно. Если я захочу напугать всех огородников, пожалуй, наряжусь кабачком. Вам кабачок не надо? Элемент благотворительности. Ведра собирают пожертвования в продуктовый банк, который помогает малообеспеченным канадцам. Тележки на парад везти можно, но без моторов, в отличие от парада Санта-Клауса, который мы весь отсняли в прошлом году. Смотрите на нашем канале.
Следом за скелетами идут пушистые звери, и мой любимчик на параде – пес с 3 головами. На всю длину улицы вытянулась колонна, а новые участники все идут и идут. Подумал, что это Емеля на печи едет, а нет. Это принцесса в замке, которую охраняют сразу 2 дракона. Темнеет, и светящиеся аксессуары уже все заметнее. Костюмов много и самых разных. Уже сложно кого-то выделить в этой толпе марширующих монстров. Выделилась целая группа астронавтов. Или это соплеменники робота Вертера? Слышал байку, что русские, впадающие в белую горячку, видят чертей, а американцы — инопланетян. Так что космическая тема — важная часть культуры. Так американцы на Марс собираются полететь, и даже канадский астронавт в этом участвует. Совсем стемнело. Можно полюбоваться вечерними огнями. Посмотрите, как светятся скульптуры. После парада обычно дискотека. Но нам время ехать домой. Весь день на ногах провели. До свидания, Элора. Было круто. По дороге путь освещала луна. Очень в тему. Отличная вышла поездка. А кто-то остался дома и все проспал.